Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Вот это морозец сегодня. Наконец-то зашел в лес. Тут хотя бы ветра такого нет сильного, как там, пока я шел по полю. На машине уже близко не подъехать. А сегодня еще и мороз минус 25. Представляете? А ночью обещают минус 34. Ну, насколько это правда, я не знаю. Да и вообще, кому-то, может быть, этот мороз покажется и не таким уж серьезным, да, там, например, жителям Якутии. Но мороз бывает тоже разным. Сухой, влажный. И люди, которые приезжали к нам с севера, у которых бывает под 50 градусов минус, говорили о том, что наши минус 30 вполне сравнимы, может быть, даже еще и по холоднее, чем их минус 50. Но насколько это правда, я сам не знаю, я не проверял. В Якутии не был. Выдержит ли вообще моя землянка сегодняшний мороз минус 30, минус 34? Или не выдержит, и мне придется идти в ночь домой, там порядка 5 километров, может быть даже и побольше пешком? Это вы узнаете, только посмотрев видео. Поэтому садитесь поудобнее, наливайте себе горячий чай, кофе, пока я тут мерзну. И приятного вам просмотра. Честно говоря, я пожалел, что сегодня не взял с собой либо охотничьи лыжи, либо хотя бы снегоступы, потому что снега навалило прям прилично за эти дни. Вот я иду уже чуть ли не по колено проваливаюсь. Ну, с одной стороны, это хорошо. Зиму мы заждались уже у нас в Самаре. Наконец-то она пришла. Ну, а морозы, конечно, 34 градуса. Это вообще просто шикарный подарок для того, чтобы испытать свою землянку. Ну и печку, соответственно. Да, заячий след, по-моему. Следов вообще невероятное количество. Ну, а в такой мороз, я думаю, по лесу нужно только передвигаться перебежкой. Явно не ходить и не раздумывать, как я сейчас делаю, останавливаюсь. Опа. Чья-то Лёшка. Ну, не имя Лёшка, а чья-то Лёжка. Кто-то лежал здесь. Какие-то животные, возможно, даже несколько. Следы туда пошли. И в ту сторону следы были. И в ту сторону. О, вон как наследил кто-то. Интересно, кто бы это мог быть? Блин, уже скоро солнце будет заходить, по ходу дела. Вижу земляночку, вон она. Вау. Смотрите, следы животного прямо здесь проходили, рядом с моим столом. Обалдеть вообще. Ну, около землянки
никого не было. Труба, как вы видите, уже стоит огроменная просто. Но я ее наращивал, потому что тяга была плохая, а кусок трубы у меня оставался. О, антенна на месте. Давайте посмотрим, сколько там градусов-то вообще. Уже минус 25. Да, возможно, ночка будет холодная. Ух ты! Как тут тепло! Представляете? Лучше дверь закрыть, чтобы не упускать тепло. Я почти уверен, что там около плюсовая температура. Вот это классно. На улице минус 25, а там, ну, совершенно точно не минус 25. Возможно, там, ну, градусов 10 холода, мороза. Посмотрите, как окно промерзло. Так, ну что, тогда затаскиваю вещи все туда в земляночку. Растапливаю печку, убираю снег вокруг и пойду пилить доски. Очень давно хотел поменять термометр. Этот белый прям в глаза бросается, а этот уже такой черный. Издалека его не видно, в глаза не бросается. Да и плюс ко всему он показывает температуру не только в Цельсиях, но еще и в Фаренгейтах. Тоже так интересно будет изучать их систему измерения температуры. Хотя я, конечно, не понимаю. То есть, когда у нас 0 градусов показывает, то по Фаренгейтам это 32 что ли. Зачем так сделано?
О, минус 6 градусов уже. Нормально, жить можно. Холодрыга-то какая, все равно. На улицу выхожу, без перчаток вышел, прям буквально там на минуту, у меня руки сразу окоченели. Надо сейчас попить горячего чайку. Что-то сахар плохо перемешался. И уже как раз, глядишь, и печка немножко сейчас раскочегарится, можно будет пилить. Ну, пока меня радует землянка в плане тепла. Даже с незатопленной печкой здесь было, ну, где-то, наверное, минус 8, минус 9. Сейчас уже минус 5 показывает. Надо, кстати, прикрутить куда-нибудь термометр тут, чтобы его не снести. Вот. Так что пью чаек, отогреваюсь. А то у меня даже мои любимые ботинки сегодня подводят. Ну, минус 25 это уже, конечно, серьезное испытание, тем более на тонкие носки. Я обувь всегда ношу. За бензопилой какая история. Масло для смешивания с бензином я заказывал, ну, не буду говорить где. Не будем портить репутацию магазина. Я не посмотрел. Короче говоря, мне нужно было масло для двухтактной бензопилы. А прислали мне вообще для четырехтактной. Хорошо, что я этикетку посмотрел. Даже не стал вскрывать, не стал пробовать. По сути, может быть, бензопила и так заведется с этим маслом, я не знаю. Но не буду рисковать. Чайку, что ли, попить? Да, утро вечером мудренее, как говорится. А в моем случае чай попью и немножко успокоюсь. Потому что, блин, прям целенаправленно шел для того, чтобы напилить доски. И такой облом. Да, фотоловушки тоже, к сожалению, ничего нету. Батарейки зато новые сюда поставил. И, может быть, на ночь куда-нибудь сходить повесить.
Вдруг ночью какие-нибудь животные будут проходить. Ну, как вы видели, да, сегодня, когда подходил к землянке, следы лисьи, по-моему, были прямо вот буквально там в 30 метрах от моего укрытия. Отлично. Такой уголок измерений различных показаний. Ну, с угарным газом пока все в порядке, а температура плюс 16 градусов. Ну, я бы сказал, что это вполне приемлемо, учитывая, что на улице 25. Ну, по крайней мере, полчаса так было назад. Так, ковер. Ковер. Это самое важное в моей землянке. В той землянке у меня тоже ковер висел, но он висел для того, чтобы скрыть секретную комнату. Здесь его функционал заключается в другом. Чтобы отсечь холод, исходящий от земли. Ну, если в той землянке, как вы помните, я все стены предварительно, ну, когда вообще ее строил, гидроизолировал. Ну, как гидроизолировал? Обычный тент строительный натягивал. Здесь этого нет. Здесь тент где-то, наверное, вот так вот натянут. И как ни крути, когда я сплю на лежаке, то от стены прям тянет холодом. Мне это очень не нравится, и именно поэтому здесь будет ковер. Ковер, что-то он большеватый, как говорят. Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Вообще кайф. Сразу прям на душе приятно. Так, ну а картину что, тоже, наверное, куда-нибудь сюда вот.
Что, уже стемнело, землянка прогрелась, 21 градус, тепло, уютненько здесь, можно и поужинать, ну, в моем случае еще и пообедать. Взял с собой яйца, молоко, хлеб, батон и сыр. Ну и готовить я буду гренки. Единственное, гренки, когда обжарю, я потом еще люблю выложить на них кусочки сыра, такие тоненькие, сверху, чтобы сыр подплавился, и получается своеобразный такой домашний бутерброд горячий. Что ж, пора готовить, а то уже в желудке урчит. Представляете, на улице минус, там 20 с чем-то градусов, не знаю, потом попозже проверим еще. А здесь 22, по-моему, уже тепла. Я сижу, готовлю гренки вкусные и буду спать в тепле. Просто великолепно. Сыр прям тянется так. Я вообще, в принципе, люблю такой сыр немножко поджаренный, ну, расплавленный от огня. Да, это просто великолепные гренки. — 25 уже градусов. 50 градусов перепад температур. Это круто. Я доволен.
Бодрит. С открытой дверью сижу. Надо шорты сюда, наверное, приносить. 25. 24. Ну, чуть-чуть плюс-минус туда температура скачет. Но в любом случае, спальный мешок совершенно точно второй мне не пригодится. Ну, если только первый постелить как матрас, а второй либо накрыться, либо лечь в него. По-хорошему... да у меня даже печь сейчас вообще на минимальных оборотах, представляете? То есть поддувало полностью закрыто кирпичом. Ну, правда, шибер открыт. Ну, чтобы все-таки дым уходил. Хотя можно и шибер чуть прикрыть наполовинку, наверное. Ну, и спать ложиться. Почему бы, собственно, и нет. Завтра часиков в 6, полседьмого буду вставать. Ну и заодно проверим, что там вообще ночью-то было. Мне кажется, наверное, до 30 опустится. Но, по сути, уже выводы можно сделать сейчас. Тепло. Тепло. И уютно. Ух ты! Ого! Температура-то минус 30. 30 градусов. Вот это офигеть вообще. Сказочный домик прям, да? Шикарно. Луну, блин, жалко, я не могу ее передать нормально, в качестве, в хорошем. Вот как я вижу ее своими глазами, вы ее, конечно, не увидите, но это вид просто, классный. Из трубы идет дымочек. И прям вот этот дым под луной проходит. Классное зрелище. Игра теней, то есть еще от луны свет отражается, но от солнца, да, и игра теней такая идет. Дымок подсвечивается так классно. Шикарно. Руки, правда, прям в мгновение замерзают. Ну а что, 30 градусов это все-таки уже нормально. И ветра нет. Вообще классно, конечно. Да. Надо сейчас чайку попить, термос залить полностью, потому что мне еще идти 4-5 километров. Вот. Ну и дождаться, чтобы посветлее все-таки стало. Что-то темно. Я думал, в 6:30 уже светло будет, но нет. Наверное, часиков 8 уже посветлее станет. Буду ждать. Потому что что-то неохота по темноте идти.
Присядем на дорожку. Пойдемте. Подошел к термометру. Минус 32 показывает. Вообще круто. Теперь один вопрос меня беспокоит. Заведется ли вообще машина? Блин. Буду надеяться, что заведется. Иначе придется идти до ближайшей деревни. Немного не ту дорогу выбрал, поэтому приходится заново торопить опять. С утра пораньше, конечно, в минус 32 делать это не очень прикольно. Сами посудите. Да, вот так вот и идешь. Я примерно направление знаю, поэтому вряд ли заблужусь. Ну и в крайнем случае у меня в навигаторе есть точка, где я поставил машину. Следов море опять. Вот и ловушку снял, но я даже не смог ее включить, она, по ходу дела, замерзла. А на видео снимать не стал. Не до этого. Холодно. О, вот мои следы вчерашние. Отлично. Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Шикарно. Я этот поход в свою землянку надолго запомню. Вообще класс. Лес какой-то волшебный прямо сейчас. Обалдеть. Невероятно. Кстати, по поводу обуви. Еще раз. Я все в тех же любимых моих ботинках зимних. Они вообще до минус 15, минус 20 держат температуру. Но вот сейчас минус 32. И я иду с тонким носком. Хотя шерстяные у меня с собой в рюкзаке. Вчера, я не помню, показывал, нет? Ну, до машины дойду, в любом случае я вам покажу, что я не обманываю. Та же обувь, те же тонкие носочки, прям тонюсенькие, летние. Ну, чуть-чуть прям подмерзают ноги. Ну, конечно, если сидеть, точнее не сидеть, а если выйти к подъезду своего дома, поставить диван, телевизор и сесть в этих ботиночках при температуре минус 5, вам уже будет холодно. А когда в них идешь по лесу, то даже в 32 нормально. Вот такие вот дела. Так что не стал бы я плохо отзываться об этих ботинках. Тем более они мои любимые. У меня 2 пары таких есть. 2 одинаковых. Ну, цвет только отличается. Фу, где-то, наверное, 3-е расстояние я уже прошел. Луна все освещает мне дорогу. Ну и солнышко, он скоро появится. Двигаюсь дальше по этому сказочному волшебному лесу. Так, ну все, до машины дошли. И чтобы для пущей уверенности, что все без обмана, давайте я покажу еще разок.
Сейчас. Термобелье. Тонкий носок. Один. Больше носков нету. Тонкий носок. Я думаю, все вопросы сняты, да, по поводу этих ботинок. Минус 32 на улице. А теперь самое главное, давайте попробуем открыть машину. Открылась, это уже радует. А вот заведется ли? Так. Сколько? Минус 32. Да, все без обмана. Теперь точно. Пока-пока. Слава богу, я дошел.